Глава 190. Почему они так на него смотрят? Селянь не мог понять этого, пока не услышал из толпы шепот. Как похож, не просто похож, одно лицо. Это правда он. Тогда кто-то спросил напрямик: «Ты тот самый наследный принц?» У селяня непроизвольно вырвалось: «Нет». Однако в следующий миг принц понял, что лента, которой он скрыл свое лицо, теперь снята. И связан он по рукам и ногам именно ей, этой лентой. А его облик теперь открыт на всеобщее обозрение. Сердце селяня подскочило до самого горла. Однако он все же нашел в себе силы встретиться со взглядами, направленными на него. Возможно, это была иллюзия раздраженного сознания, но принцу показалось, что все эти люди как-то странно, даже жутковато смотрят на него. Впрочем, к счастью, в них не было ни отвращения, ни гнева, который ожидал увидеть селянь. Наверное, все потому, что сейчас людям угрожала опасность. На эту мысль принца навели раздавшиеся снаружи храма нечеловеческие крики. Селянь с трудом повернул голову и увидел кричащих, больных поветрием ликов, которых он совсем недавно побил и уложил на лопатки. Теперь они вновь пришли в себя, к тому же к первой партии присоединились еще, и сейчас вся эта толпа окружила храм, дружно взявшись за руки, и принялась с криками водить вокруг него хоровод, словно совершая какой-то жуткий обряд, а может, исполняя некий безумный танец. Люди в храме в ужасе отшатнулись от входа, сбившись поплотнее в кучу. Послышался плач ребенка, которого родители тут же прижали к себе и закрыли малышу уши. На лицах каждого был написан страх. Люди вопрошали, что же делать? Что нам делать? А вдруг они ворвутся сюда? Даже если не ворвутся, что, если мы тоже заразимся, ведь они так близко? Что тогда нам делать? Селянь попытался вырваться из пут, однако, как ни старался, ничего не вышло. Видимо, лента была непростая, и некто подкрепил ее магическими силами. От натуги у принца на лбу вздулись вены, он закричал: «Безликий бай!» Никто не ответил, но по макушке принца похлопала ледяная ладонь. Селянь застыл, покрывшись холодными мурашками, обернулся и тут же ощутил, как кровь застыла в жилах. Неудивительно, что люди под постаментом так смотрели на него. Ведь не только личность самого принца раскрылась. Кроме этого, позади него в темноте сидел безликий бай. Перед странной тварью в белом одеянии люди не смели даже слишком громко дышать, не то что предпринимать какие-либо необдуманные действия. В итоге безликий бай, не обращая на толпу никакого внимания, на глазах изумленных людей поднял селяня. Теперь принц не лежал, а сидел. Сидел на своем божественном постаменте, подобно живой, но связанной божественной статуе. У него лишь осталась способность шевелить глазами и головой, а кроме этого он почти ничего больше сделать не мог. Однако, невзирая на всю странность и жуть этого зрелища, гораздо больше люди боялись больных поветрием ликов. Взгляды их вновь обратились к выходу из храма, кто-то пробормотал: я слышал, что болезнь передавалась среди тех, кто жил поблизости друг с другом, и притом очень быстро. А мы так близко, совсем рядом. Мы уже точно, в храме воцарилось отчаяние, стоило людям подумать, что они, вполне возможно, уже заразились страшным недугом. А может, заговорил другой, кто-нибудь выйдет, убьет этих чудиков, а остальные поскорее сбегут, но только неизвестно, получится ли у добровольцев убить такое количество больных поветрием. А ведь стоит схватиться с ними в драке, и неминуемо подхватишь страшную заразу. Самая настоящая жертва, хоть и для всеобщего блага. Но кто же захочет пойти на очевидную смерть? Никто. Сам селянь, конечно, хотел бы. Но сейчас он оказался в плену у безликого бая, да и если бы принц смог обезвредить 7-8 чудиков из нескольких дюжин, что сейчас собрались снаружи, неизбежно кто-нибудь ворвался бы в храм. Или может убить безликого бая. И думать нечего, полнейший бред, безумные чаяния. Однако необходимо было как-то успокоить людей, и селянь, приведя эмоции в порядок, заговорил: «Прошу вас не действовать опрометчиво. Болезнь не так уж быстро распространяется, у нас еще есть время, чтобы найти решение». Но только словами «не так уж быстро» не получилось утешить никого.
Зато безликому Баю удалось развеять воцарившееся отчаяние. Он совершенно неожиданно произнес: «Поветрие ликов можно избежать и даже излечиться от него». Эта фраза заставила людей резко поднять глаза к постаменту. «Излечиться? Как?» Тем временем Селянь почувствовал, как замерло сердце. Безликий Бай же неторопливо продолжал: «Спросите его высочество наследного принца. Он знает способ». В тот же миг 100 пар глаз обратили взгляды на Селяня. Принц невольно съежился, подавшись назад, но безликий Бай вновь вытолкнул его вперед. «Ваше высочество», — с надеждой спросили несколько человек. «Это правда?» — Селянь не успел ответить, когда кто-то взволнованно выкрикнул: «До меня доходили слухи, что он и впрямь знает». Кто-то усомнился: но если он знает, почему в столице случилось такое? Неужели он никому не сказал: «Ваше высочество, скорее, расскажите нам»? А Селянь торопливо стал отрицать: «Я не знаю», но безликий Бай возразил: «Ты лжешь». Селянь и дальше продолжал бы стоять на своем, но боялся, что белый демон скажет лишнего. Принца посетило предчувствие, что в любом случае, признается он или нет, безликий Бай наверняка все расскажет сам. Спустя минуту душевных метаний он безнадежным тоном проговорил: «Способ не тот. Он не подействует». Когда секундное замешательство прошло, толпа вновь заволновалась: «Что значит «не подействует»?» «Если ты нам не скажешь, как мы узнаем, подействует он или нет?» Со лба Селяня струился холодный пот. Он подумал: «Я правда не могу им рассказать, не могу, если расскажу, всему придет конец». Воцарится хаос. Один мужчина не выдержал и вышел вперед со словами: «Наши жизни в опасности. Что тут скрывать? Если не скажешь, так что же, нам тут всем вместе помирать?» Безликий демон мягко произнес: «Давайте я поведаю вам». Селянь гневно выкрикнул: «Замолчи!» Разумеется, никакой угрозы крик принца в себе не нес, и безликий Бай пропустил его мимо ушей, продолжая: «Известно ли вам, среди каких людей в столице поветрие ликов распространялось меньше всего?» Толпа смотрела на демона, дрожа от страха. Они не решались приблизиться к твари ни на шаг, но не спросить не могли: каких же среди солдат?» — ответил безликий Бай. «Все кончено». Демон продолжал: «Почему же так вышло?» А потому, что большинство солдат совершали одно действие, которое обыкновенно не совершают простые мирные жители. Именно это действие позволило им избежать заражения. Люди все шире таращили глаза, не смея даже сглотнуть. Кто-то спросил: «И что же это за действие такое?» Селянь попытался ударить демона головой, однако его жалкие попытки не возымели успеха. Разразившись хохотом, безликий Бай отпихнул его прочь и ответствовал: «Что это за действие?» Демон понизил голос: «Они убивали. Все кончено». Он в самом деле им рассказал. Селянь безвольно осел на постаменте, его сердце словно окунули в ледяную воду. Спустя какое-то время люди наконец потрясенно заговорили: «Убивали. Выходит, чтобы не заразиться, нужно убить человека. Убийством можно вылечить недуг, да ты никак, обманываешь нас, нет». Демон не лгал. Это была повергающая в отчаяние правда, никаких сомнений не оставалось. Селянь лично проверял: люди, запятнавшие руки кровью, отняв жизнь другого человека, не заражались поветрием ликов, собравшиеся в храме и представить не могли, что условием исцеления от страшного недуга окажется именно убийство. Все как один они застыли, словно громом пораженные, а потом заголосили: «Неужели правда?» А мне и раньше это казалось странным, ведь я и впрямь не слышал, чтобы кто-то из войска заразился поветрием ликов. Боюсь, все так и есть, это правда, но неужели это означает, что мы должны убить кого-то, чтобы не заразиться? Кого же убить? На задавшего последний вопрос тут же накинулись: «Что ты несешь? Кого убить? Ты что, в самом деле решил пойти на такое?» Спросивший немедля замолчал, не смея больше подавать голос. Но в глазах сотни собравшихся, помимо истинного страха и беспомощности, появилось еще кое-что. Неприятное, жуткое. И Селянь более всего не желал увидеть именно такой картины.
Едва способ избавления от поветрия ликов станет известен, наверняка случится нечто неизбежное. Люди начнут убивать друг друга. Это и была причина, по которой принц, обнаружив способ исцеления, так и не решился никому о нем рассказать. Пусть большинство смогли бы удержать себя в руках, узнав правду, но наверняка появились бы злодеи, готовые совершить преступление, чтобы излечиться. Ну а если кто-нибудь пошел бы на это в первый раз, очень скоро случился бы и второй, и третий. Дальше желающих исцелиться таким образом становилось бы все больше, и Поднебесная в конце концов погрузилась бы во мрак и хаос. Так и вышло, что лучше уж хранить страшную правду в тайне и никому не позволять ее узнать. Теперь-то вы понимаете, горько усмехнулся Селянь, почему я сказал, что этот способ не подействует, люди безмольствовали. Селянь вздохнул, немного привел эмоции в порядок, чтобы голос звучал спокойно, и продолжил, как бы то ни было, не стоит паниковать. Не предпринимайте опрометчивых действий, иначе попадетесь на удочку этой твари. Под постаментом стояла порядочная и приятная на вид семейная пара, и женщина, прижимая к груди ребенка, запричитала, как же так? Почему это случилось? Почему именно с нами? Ведь мы же ничего плохого не сделали, кто-то рядом с ними раздраженно забранился, все плачет и плачет, чего тут плакать? Только и знаешь, что слезы лить. Здесь никто ничего плохого не сделал. Думаете, вы тут самые несчастные, глава семьи гневно бросил, что такое? Решил запретить моей жене плакать, а слезами горю не поможешь, только раздражает еще больше. Так что закрой-ка рот, если уж люди затеяли ссору из-за такой мелочи, как женский плач, значит, они и впрямь уже находились на грани, только за день, и взорвутся. Прекратите ругаться. Велел Селянь. Успокойтесь. Только так мы сможем придумать, как нам быть, но чем настойчивее принц пытался успокоить людей, тем сильнее они волновались. Какое еще «успокойтесь»? Как мы можем успокоиться? Раз ты тут самый спокойный, то и придумывай. Что мы можем сделать? Селяня вопрос застал врасплох. Что они могут сделать? Ничего, он мог сломать себе всю голову в раздумьях, но не выдумал бы никакого выхода из положения, в котором они оказались, и вдруг Селянь почувствовал, как его за щеку схватили чьи-то пальцы, а потом развернули лицом к толпе под постаментом. Селянь широко распахнул глаза, не понимая, что это значит. Но тут за его спиной раздался леденящий кровь голос: «Кого убить?» Глядя на это личико, вы еще раздумываете, кого можно убить. В тот же миг не только люди в храме, но даже висящий в воздухе призрачный огонек застыл неподвижно. Безликий Бай мягко произнес: «Вы забыли. Он ведь божество». А это значит, не успел демон закончить фразу, как грудь Селяня обдала холодом. Замерши на мгновение, принц опустил голову и увидел, как из его живота высунулся клинок меча, глубокого темного цвета черного нефрита, с серебряной полосой по центру. Длинный и тонкий, он сверкал подобно холодной ночи и наверняка представлял собой редчайшее сокровище. В прошлом Селянь непременно пожелал бы любым способом заполучить такой меч в свою коллекцию и не выпускал бы из рук. Принц долго смотрел на клинок, торчащий из собственного живота, прежде чем тот не исчез в нем снова. Безликий Бай, извлекший меч, закончил, что он бессмертен. Никто еще не успел ничего понять, когда демон взмахом руки бросил меч с постамента. С громким звоном клинок косо вошел в пол, испуская почти осязаемый холод, покуда на него уставилось множество глаз. К горлу Селяня подступила кровь. Призрачный огонек, будто пытаясь закрыть собой его рану, подлетел совсем близко к животу принца. Селянь закашлялся кровью и сквозь зубы прохрипел: «Ты! Ты!» У него перед глазами замелькали яркие круги, а призрачный огонек, внезапно взбесившись, полетел на белого демона. Тот схватил огонек, сжал в ладони покрепче и велел: «Смотри внимательно». Другой рукой он еще сильнее сжал лицо Селяня. «Что я? Ведь ты же всегда заявлял, что мечтаешь помогать простым людям, попавшим в беду». Но запнулся Селянь.
Но он ведь не думал, что придется помогать им в подобном положении, и таким способом кто-то под постаментом даже зарыдал, напуганный кровавым зрелищем, а кто-то, набравшись смелости, спросил, он правда не умрет? Правда. Смотрите, даже крови из раны почти не вытекло. Он жив-живеханик, селяня пробрало сильным кашлем. Затем он услышал, как кто-то еще воскликнул: «Вы хотите сказать, что даже если убить его, он не умрет?» Это ведь прекрасно, но его тут же оборвали, что прекрасно. Что тут прекрасного, тот замямлил, но раз его можно убить, и он не умрет. Значит, у нас есть путь к спасению, но пронзать человека мечом, не слишком ли, да ведь он же божество. Даже такие раны для него не смертельны. А мы всего лишь простые люди, и если заразимся поветрием ликов, нам уж точно конец, и говорить нечего. Покуда внизу поднялись споры, безликий Бай обратился к селяню: «Простые люди, попавшие в беду, ждут, когда ты поможешь им. Прошу». От гнева у селяня из глаз едва не вырывалось пламя. «Единственный способ спасти всех разом — это уничтожить тебя, гнусный монстр», — безликий Бай язвительно усмехнулся. «В чем дело? Наследный принц, ты ведь никогда весьма самоуверенно утверждал, что не умрешь. Почему же теперь испугался? Все равно смерть тебе не страшна, принеси же себя в жертву, избавь их от беды, почему бы нет?» Селянь выплюнул: «Ты именно этого добиваешься. Думаешь, что все на свете такие же подлые, как ты?» И в самом деле, на лицах многих людей под постаментом отразилась не безумная радость от наконец обретенного спасения, а задумчивость. Мнения разделились. Кроме того, никто так и не притронулся к черному мечу. Словно понимая, о чем думает принц, безликий Бай рассмеялся, покачал головой и вздохнул: «Глупое, глупое дитя». Селянь вернулся, не давая ему похлопать себя по голове, и заорал: «Пошел прочь, ты думаешь», — произнес демон, «что они не хотят запятнать руки кровью? Ошибаешься. Дело не в том, что они не хотят. Просто никто не желает быть первым». Внизу раздался крик ужаса. Женщина из той семейной пары зарыдала: «Сын, мой сын!» Ребенок на ее руках истошно верещал, а на пухленькой ручке уже виднелись темные очертания бугорков, напоминающих лицо. Люди вокруг них мгновенно отшатнулись. Какое несчастье, ребенок заразился. Муж и жена в панике переглянулись и тут же вышли из толпы, приблизились к божественному постаменту, выдернули меч из пола, вложили в руку ребенка и, стиснув зубы, вонзили клинок в селяня. Лезвие черного меча отличалось несравнимой остротой, и живот селяня вновь охватила невыносимая боль. Муж и жена уже вытащили меч снова и бросили на пол, причитая: «Простите. Наш сын еще мал, мы не могли ничего поделать. Простите, простите нас», не прекращая просить прощения, они с бледными лицами принялись бить селяню земные поклоны, а потом схватили ребенка и скрылись в толпе. Селянь почувствовал в горле новый, еще более сильный прилив крови, и хотел было откашляться, но тут вдруг услышал, как безликий Бай противно засмеялся. Принц стиснул зубы, проглатывая кровь, и воскликнул: «Что ты смеешься? Думаешь, увидел то, что хотел? Это же ты их вынудил». Призрачный огонек в руке безликого Бая загорелся еще яростнее. А демон, растягивая слова, ответил принцу: «Человек показывает свое истинное лицо, только если его вынудить». Среди сотни собравшихся один уже мог не бояться поветрия ликов, темные отметины на плече малыша постепенно исчезли. Те, кто видел это своими глазами, судорожно сглотнули и замолкли. Еще не скоро посреди мертвой тишины из толпы вышел еще один, молодой парень. Собрав волю в кулак, он подошел к постаменту и вначале сделал несколько поклонов, затем слабым голосом заговорил: «Простите, я не хотел, правда не хотел, но у меня просто нет иного выхода. Я только недавно женился, жена и мать ждут меня дома». Он непрестанно оправдывался, но потом слова застряли у него в горле. Закрыв глаза, он схватил черный меч и резко вонзил в селяня. Но именно потому, что он не видел, куда бьет, парень промахнулся, попав в бок принцу. Открыв глаза и обнаружив, что рана не смертельная,
Он в панике вынул меч и дрожащей рукой вонзил снова. Селянь крепко стиснул зубы, чтобы не издать ни звука. Даже когда меч вошел в него дважды, лишь тихий стон сорвался с его губ, и с уголка рта заструилась кровь. Принц действительно не мог умереть. Но это не означало, что он не чувствует боль. Он слышал звук разрезаемой плоти, чувствовал, как острый клинок задевает кости, и от боли не хотелось жить. Эти ощущения едва ли не приводили в помешательство. Здесь принц ничем не отличался от обычного смертного человека. Молодой парень, совершив задуманное, отошел, даже не отбив земной поклон. На его лице вперемешку отражались стыд и радость избежавшего страшной участи. Трудно было определить, чего именно было больше. После толпа вновь погрузилась в гробовую тишину. Спустя долгое время еще несколько человек, колеблясь, хотели выйти вперед. Неизвестно, какие оправдания они для себя нашли. Однако никто еще не успел ничего сделать, когда вдруг все услышали: «Не могу на это смотреть». Люди повернулись на голос, Селянь тоже поднял бледное лицо. Говорил тот здоровяк, уличный артист. «Вы собираетесь делать все, что вам скажет это чудище? Он же просто чушь несет, как я погляжу. А даже если это правда, и бедняга не умрет, то вы, стало быть, посчитаете, что никого и не убивали». Ему тут же ответили: «Старший брат, посмотри, в каком положении мы находимся. Нам всем грозит смерть, опомнись, но ведь и я здесь, с вами. Мне точно так же грозит смерть. Разве я пошел на преступление?» Его братья пристыженно замолчали, но кто-то еще сказал: «Судя по всему, у тебя в семье нет ни стариков, ни детей, так? Сам поел, считай, вся семья сыта. Но многие здесь тащат на себе несколько ртов». Как тут можно сравнивать? Здоровяк, указав на семейную пару, которая первой взялась за меч, возразил: «Да, у меня ни жены, ни детей нет. Но даже если бы были, я бы скорее умер, но не позволил своему сыну смотреть, как отец совершает подобное. Не говоря уже о том, чтобы заставлять ребенка самого такое сотворить. Если ваш ребенок вырастет негодяем, в этом будет только ваша вина. Тоже мне, родители. Раз иного выхода нет, почему же ты не заставил сына проткнуть мечом себя?» Его отца женщина с болью в голосе взмолилась: «Не проклинай моего сына. Если хочешь, лучше меня прокляни». А мужчина разгневанно забранился: «Что за разговоры ты ведешь? Хочешь, чтобы мой сын убил своих отца и мать? Попираешь нормы человеческой морали». Наверное, здоровяк не понимал, что означает нормы морали, но возразил: «Кого не убей, все одно, убийцей станешь. А если бы собой пожертвовал, хотя бы твердостью духа мог похвастаться. И вообще, почему вы не убили эту диковинную тварь в маске?» Его слова рассмешили безликого бая. А толпа ответила страхом и гневом. Они боялись неведомой твари, огневались на смутьяна и тут же зашикали на него: «Ты! А ну закрой рот, что, если он прогневает тварь?» «Ох», — вздохнул здоровяк. «Боитесь пойти против самого гнусного злодея, поэтому решили вонзить меч в кого-то другого». Кому-то, похоже, не по душе пришлись насмешливые речи уличного артиста: «Дружище, что-то ты все болтаешь без умолку. Я уж было решил, что у тебя есть какое-то предложение получше. А потом поглядел на твое лицо, бескровное, почти как у мертвеца, и понял. Ты никак и жизни хорошей не видал, раз без зазрения совести порицаешь других. А раз ты так убежден в своей правоте, почему бы тебе самому не принести себя в жертву и не спасти жизни остальных? Я не желаю приносить себя в жертву. Но ведь и никто не желает. Кому же захочется? Тебе. Тебе захочется. Но я, по крайней мере, никого не протыкаю мечом. Он — другое дело». «Какое другое? Он ведь божество. Хотел помогать людям, попавшим в беду. Это он сам говорил. И еще он бессмертный». Артист хотел еще что-то возразить, но Селянь, не выдержав, кашлянул и позвал: «Дружище. Послушай, дружище». После нескольких ударов мечом его голос зазвучал ощутимо слабее. Здоровяк повернулся на зов,
и Селянь с благодарностью произнес «Спасибо тебе. Но все же оставь. Если так пойдет дальше, остальные могут поколотить инакомыслящего». Селянь вспомнил, что этот человек получил серьезные внутренние повреждения из-за состязания с ним, и, чувствуя угрызение совести, добавил «Спасибо тебе». «Как твои раны после того, как ты тогда разбил каменные плиты на груди?» Здоровяк громогласно ответил «А? Что ты болтаешь? Какие еще раны?» «Разбивание камня на груди — это мой коронный номер». Видя, что мужчина даже сейчас продолжает упрямо защищать свою репутацию, Селянь невольно захотел рассмеяться. Такие, как он, могут повторять «со мной все в полном порядке», при этом харкая кровью. Как вдруг кто-то указал на уличного артиста пальцем и завопил «Началось!». Началось, Селянь удивленно вздрогнул, как и сам здоровяк, который дотронулся до лица и действительно обнаружил на нем характерные неровности. Вокруг него мигом образовалось пустое пространство. Селянь открыл рот, чтобы подозвать здоровяка. Но для чего? Чтобы тот нанес ему смертельный удар, слова никак не хотели слетать с языка. Покуда он колебался, мужчина снова потрогал лицо руками, а потом направился прочь из храма. У Селяня вырвалось «Куда ты? Вернись. Если не вылечишься, станет хуже». Но здоровяк вместо того, чтобы вернуться, перешел на бег и крикнул «Я не вернусь». Сказал же, что не стану творить подобное, значит, не стану. Вскоре его и след простыл. А чудики, окружившие храм, даже не стали его задерживать, видимо, поняли, что он теперь один из них. Селянь позвал еще и еще, но так и не дозвался, мужчина ушел. Под постаментом поднялись взволнованные разговоры. Вот беда, он убежал. Дурень. Куда ни беги, болезнь не отступит, уже поздно. Он заразился. Он же не собирается убить кого-нибудь, спустившись с горы, однако сказанное уличным артистом возымело действие, и еще довольно долго никто не хватался за меч, чтобы вонзить его в принца. Все зашло в тупик. Селянь не знал, следует ли ему порадоваться, или же загрустить, или же испугаться. Но что еще важнее, он не имел ни малейшего понятия, что делать дальше. И как раз старательно размышлял над этим, когда кто-то вышел из толпы со словами «Позвольте, я кое-что скажу». Говорил мужчина средних лет. Селянь поднял на него глаза и подумал, что где-то уже его видел, но никак не мог вспомнить, где именно. Пока он задумался, мужчина заговорил снова: «Не стану вам лгать, но он однажды меня ограбил, выходит, это тот человек». Толпа опешила: ограбил, но ведь он наследный принц. Он — божество. Он тебя ограбил, истинно так. И что же? Что ты этим хочешь сказать? Ничего такого, просто хочу, чтобы все вы знали, он разбойник. Договорив, мужчина вновь исчез в толпе. В храме тут же воцарилось молчание. Та фраза будто заронила в сердце людей черное семя. «Разбойник!» Неожиданно вновь раздался жуткий крик. моя нога, с ней, кажется, что-то странное творится, опять». Но на этот раз кричащий оказался не один, почти одновременно заорал еще кто-то, и у меня тоже. На спине. «Скорее, посмотрите, что там такое». Но никто не смел приблизиться к этим двоим, поэтому один просто закатал штанину, а другой стянул рубаху. Когда же остальные разглядели открывшуюся картину, храм заполнили крики ужаса. Лики на теле этих людей уже полностью сформировались. Почему они выросли так быстро? Вы что, забыли? Мы ведь уже очень давно тут сидим, но почему они раньше ничего не почувствовали? Они ведь выросли не на виду, просто чесалось немного, и все. Откуда мне было знать, что там такое? Все кончено. Кончено. Мы, наверное, тоже уже больны. Скорее. Осмотрите себя. Все осмотрите свое тело. В храме воцарился полнейший хаос. Люди осматривали себя и начинали неистово кричать от ужаса. Предположение оправдалось. Уже на теле очень многих появились человеческие лики, просто они не ощущали этого,
а когда спохватились, лица уже обрели четкие очертания, словно что-то почувствовав, чудики снаружи храма принялись водить свой хоровод еще безумнее, а храм заполнили смятение и тревога. Сердце селяня колотилось так быстро, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди через горло. На его памяти поветрие ликов распространялось не настолько быстро. Что же случилось, безликая тварь? Наверняка это он виноват. Принц резко развернулся к виновнику, который спокойно наблюдал за происходящим кошмаром, но не успел и слова сказать. Кто-то в толпе подскочил на ноги и, чуть не задыхаясь, с покрасневшими глазами воскликнул: ты же Бог! Ты наследный принц! Как ты мог пойти на грабеж? Селянь немного растерялся, не понимая, почему он вдруг заговорил об этом в такой момент. Я тот человек перебил. Мы так тебя превозносили, а ты что сделал? Ограбил человека. Что ты принес нам? Страшное поветрие, он принес поветрие, я. Изумился селянь. Но это не я. Я только, но в тот момент терпение толпы уже подошло к концу. Около сотни человек, сверкая покрасневшими глазами, окружили принца, а тот, что стоял ближе всех, схватил черный меч. Селянь вмиг перестал дышать. Дрожащей рукой сжимая оружие, мужчина дрожащим голосом проговорил: ты ведь должен заплатить за это. Ты должен искупить вину, верно?» Когда в глазах принца отразился холодный блеск клинка, его ужас достиг своего пика. Так много людей. И если каждый проткнет его этим мечом, что же от него останется? Принца посетила не только мысль о том, что его тело превратится в решето, в бесформенную кровавую кашу. Он намного сильнее боялся другого, смутно ощущая, что если они так поступят, то, возможно, что-то в его душе будет навсегда уничтожено. При мысли об этом у селяня вырвалось «Спа», однако он так и не успел выкрикнуть «Спасите». Ледяной клинок снова вошел в его плоть. Глаза принца широко распахнулись. Несравнимо острый меч снова вынули, а потом вонзили еще раз. Следующий желающий спастись не дал принцу даже сделать вдох. Звук, который селянь запер у себя в горле, наконец вырвался наружу, огласив храм душераздирающим криком. Этот крик был настолько надрывным, что люди, окружившие принца, перепугались. Кто-то, закрыв глаза и отвернувшись, сказал: «Не давайте ему кричать. Поторапливайтесь, поскорее покончим с этим». Селяню зажали рот, схватили за руки и ноги, а кто-то даже принялся наставлять людей: «Держите его, чтобы не свалился. И не промахивайтесь. Если удар не смертельный, он не считается, вставайте в очередь, друг за другом, не надо отбирать друг у друга меч». Сказал же, не отбирать. Я первый подошел. Какой же удар будет смертельным? Как я узнаю, получилось или нет? В общем, вонзайте меч в сердце, горло и живот. Если не уверены, что попали куда нужно, вонзите еще раз для верности, так не годится. Ведь другим места не останется. Вначале они сомневались, жалели принца, но эта жалость постепенно таяла, пока не исчезла совсем. Их действия стали более смелыми и уверенными. Черный меч то и дело врезался в тело принца. Он раскрыл глаза так широко, как только мог, из них покатились крупные слезы. А в его душе застыл беззвучный крик: «Спасите, спасите, спасите! Больно, 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 больно! Почему я не умираю? Почему я не могу умереть?» Он хотел бы завыть самым отчаянным плачем, на который только был способен, но из горла не шло ни единого звука, только хрип. Наверное, его уже пронзили мечом. От боли принца охватило безумие, словно всю боль, предназначенную ему за несколько жизней, он должен был испытать здесь, сейчас. А после ему уже никогда не будет больно. Он ничего не видел, весь мир погрузился во тьму, и только маленький сгусток огня где-то поблизости горел все безумнее, все ярче, все сильнее. Но только никак не мог вырваться из лап безликого демона. Селянь не слышал своих криков. Зато услышал другой, пронзительный крик, кажется, исходящий от того призрачного огонька. И пусть этот крик слетел не с его губ, принцу показалось, что в нем ровно столько же боли, сколько он испытывал сейчас, будто бы это и впрямь кричал он сам.
Но к тому моменту принц уже не мог держаться. Из горла селяня послышалось бульканье, а потом его сознание окончательно разбилось вдребезги. В тот же миг храм охватила взрывная волна неистово палящего пламени, бесчисленные голоса пронзительными криками заполнили храм. Огонь, подобно карме, несущий воздаяние за грехи, бушующим вихрем пролетел по главному залу. Никому не удалось от него спастись. Призрачное пламя жаркой волной в одно мгновение превратило сотню человек на постаменте и под ним в сотню обожженных до черна трупов. Когда же огонь постепенно угас и отступил, призрачный огонек исчез, а на его месте сформировалась фигура молодого парня. Он упал на колени перед выжженным божественным постаментом, сгорбился до земли, обхватил голову руками и издал долгий, протяжный крик неописуемого страдания. Он не смел даже мельком взглянуть, во что превратился тот, кто лежал сейчас на постаменте перед ним. Потому что наверняка уже нельзя было узнать в нем человеческое тело. В храме наследного принца пол устилали мертвые тела. Безликий Байжи, смеясь, развернулся и вышел прочь. Территория, обожженная призрачным пламенем, не ограничилась одним только храмом. Бешено пляшущие чудики снаружи тоже обернулись обугленными трупами и кучей костей. Но демон, будто и не заметив этого, прошел прямо по телам. Весь этот лес. Нет, скорее даже целая гора дрожала и стенала по принцу, в небеса взметнулись бесчисленные черные тени. Обитающие здесь души умерших перепугались так, что не могли не разлететься прочь от этого места, а там их подхватил ветер и разнес по разным сторонам света. Тем временем над храмом наследного принца бесконечным покрывалом сгустились черные тучи, которые стали медленно завихряться, подобно огромному глазу демона. Так небо возвещало рождение темной твари, так жестокий и беспощадный демон обретал форму.